Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я приглашаю вас на завершающую прогулку по Риму. В последние дни я наконец-то попала внутрь Колизея, поднялась на Палатинский холм и посмотрела на Римский форум, посетила выставку Дольче Габбана, от которой осталась в полном восторге, и, как всегда, много гуляла. Покажу вам одну из своих самых любимых улиц в Риме, съем напоследок итальянское джелато и просто хорошо проведу время. Надеюсь, мне удастся передать вам свое настроение, и вы сможете не только попрактиковать русский на слух, но и прочувствовать атмосферу города вместе со мной. Приятного просмотра! Начнем с Колизея. Я думаю, многие знают, что в Колизей попасть не так-то просто, в том смысле, что билеты нужно покупать сильно заранее. Я это делала за месяц до даты, когда я должна была туда пойти, и даже уже за месяц слотов было очень мало, поэтому советую тем, кто хочет попасть внутрь Колизея, покупать билеты не меньше, чем за месяц, а лучше еще раньше, чтобы можно было выбрать не из того, что осталось, а какое-то максимально комфортное для вас время. На самом деле, по-хорошему, в Колизей нужно идти с гидом, чтобы больше проникнуться его историей. Я лично не очень люблю читать надписи, объяснения, потому что это занимает очень много времени, и мне бы не хотелось его на это тратить. У меня был аудиогид, который был включен в мой билет в Колизей, но даже аудиогид мне был не настолько интересен, чтобы я его вовлеченно слушала и впитывала то, что там говорят. Потому что, несмотря на то, что аудио в нем достаточно короткие, буквально по 2-3 минуты, их очень много. И точек в Колизее, про которые рассказывается в этом аудиогиде, тоже очень много. И для того, чтобы все это послушать и осмыслить, нужно было очень часто останавливаться возле какой-то точки, чтобы полностью послушать аудиогид, и только после этого пойти дальше. У меня на это не хватило терпения, поэтому первые несколько аудио я послушала, а потом у меня просто что-то играло в ушах, возможно, тот же аудиогид, просто я его невнимательно слушала, а я уже ходила и рассматривала все, что есть внутри. В том числе я зашла в официальный магазин Колизея и увидела там такие чудесные голографические карточки. Они показывают, каким Колизей был до того, как часть его разрушилась, и каким он стал, то есть как он выглядит сейчас. Я, значит, после Колизея пошла на Палатинский холм и на Римский форум. И буквально я чуть не опоздала на 15 минут, потому что стояла и ела возле входа и не знала, что последний вход сюда в 18:15. Я зашла в 18:00. Я почему-то думала, что это будет часов в 19, в смысле последний вход, поэтому особо не спешила. И что хочу сказать, здесь, конечно, гулять приятнее, чем в Колизее, несмотря на то, что в Колизее прохладнее, но там столько людей. Мне кажется, что туда надо приезжать зимой, либо весной, когда нет вот этого огромного туристического потока, и когда там можно более-менее спокойно походить, потому что удовольствие теряется, как бы. Оно могло бы быть вот таким, а оно немножко меньше. А здесь вот прям просторно, так свободно. Еще и вечереет, прохладнеет, становится прохладнее. Поэтому здесь уже можно попытаться и понаслаждаться. А еще посмотрите, какие чудесные карточки купила. Они все одинаковые. Здесь будет одна мне, скорее всего, и парочка еще на подарок. Но, возможно, и все на подарки.
О, такое нам надо. Ой, ой, Оска. Тоже пить, видать, хочет. Блин. Ой, ой, как их много. Почему их так много? Нет, кажется, я осталась без воды. И закрыть теперь как. По-любому укусит. Там подошли люди, и я смотрела долго, как они набирают воду. Потом я увидела, что их никто не укусил, и решила тоже набрать. И подошла со своей бутылочкой и начала немножко покрикивать, потому что ос становилось все больше. И девочка на меня, которая набирала воду, стояла, смотрела и говорит: хочешь, помогу? Извините. Говорит: хочешь, помогу? Я говорю: да, пожалуйста. И она мне набрала бутылочку с водой. Какая милая девочка. Отсюда сверху можно было увидеть большой цирк, где шла подготовка к какому-то мероприятию, а с другой стороны был виден Римский форум, на который я, к сожалению, смогла посмотреть только сверху, что я, в общем-то, уже делала раньше, просто немного с другой точки. Так вышло, потому что парк уже закрывался, и то, что я успела зайти в него, не говорило о том, что я там смогу находиться бесконечно. Я просто не из тех людей, кто любит проверять часы работы перед тем, как куда-то идти. Но я никогда бы не подумала, что он закроется в 7 часов вечера, летом, учитывая, что в это время только начинает спадать жара, и можно как-то нормально погулять. Конечно, в 3 часа дня, в 2 часа дня я не планировала туда идти, я рассматривала только вечер. И в любом случае времени у меня было бы мало, даже если бы я пошла в другой день. На следующий день я пошла на выставку Дольче Габбана. Несмотря на то, что я не интересуюсь модой, я получила нереальное удовольствие, потому что я очень люблю рассматривать красивые вещи, а там их было немерено. Я там провела довольно-таки много времени, потому что залов было много, они были все на разную тематику, поэтому ходить там можно было бесконечно. И в очередной раз вот эти эмоции восхищения усиливала музыка, которая там играла. Я уже как-то говорила, что музыка мне помогает прочувствовать красоту, величие и все эмоции, которые я испытываю, и которые, возможно, испытывала бы в меньшем масштабе, если бы не музыка. И послушайте вот на этом месте, как интересно она перешла из веселой и задорной музыки во что-то очень таинственное, а потом даже жуткое. Когда я там была, я в том числе думала о том, каково сотрудникам, которые там находятся целый день и вынуждены слушать эту музыку целый день. Мне в какой-то момент показалось, что так можно сойти с ума. Но потом я подумала, что они, наверное, меняются местами периодически, поэтому все, наверное, не так страшно, как мне показалось на первый взгляд.
Также там была отдельная комната с кинотеатром, в котором показывали документальный фильм. И, как вы могли заметить, зрителей там было немало. Если честно, я сначала подумала, что это настоящие люди, потому что в темноте было не так заметно, что это манекены, а в реальности было намного темнее, чем на видео. Но потом, когда я это осознала, мне стало немножко жутковато. Ребята, мне кажется, я застала исторический момент. Испанская лестница в Риме пустая. Она, конечно, не просто так пустая, здесь что-то готовят, здесь очень много людей на площади, но именно на лестницу попасть нельзя. Моя последняя итальянская джелато в этой поездке. Я взяла лесные ягоды и фисташку. Обычно я не беру мороженое с двумя вкусами, потому что мне не нравится смешение вкусов. Но здесь мне так хотелось с лесными ягодами и с фисташкой, и я не могла определиться. И мне еще предложили сделать два вкуса, потому что обычно можно это сделать везде. Положить два вкуса в одну, я не знаю, как это называется. Но где-то за это просят доплатить. А здесь можно было положить два вкуса за ту же самую цену. Поэтому я решила попробовать и фисташку, и лесные ягоды. И я не прогадала, это очень вкусно. И фисташка очень вкусная, и лесные ягоды очень вкусные. А мороженое с фисташкой я тоже обычно не ем. Наверное, потому что мне редко попадалось, когда вкусное мороженое с фисташкой. То есть обычно там очень сильно выраженный вкус фисташки, неестественный. И поэтому мне она не нравится. И он такой еще зеленый-зеленый обычно. Вот, и здесь вон какое. А я тем временем пришла на одну из своих самых любимых улиц в Риме. Называется Виа Маргута. Возможно, на русском она называется улица Маргута. Скорее всего, Виа не добавляется. Я на нее как-то забрела совершенно случайно и обнаружила, что здесь столько интересных мест. Ну вот, например, это галерея. Я думаю, что там что-то еще продается. А здесь я везде здесь заходила, поэтому я не буду заходить по второму разу. Где-то музей современного искусства. Это, например, магазин ковров. Там продаются ковры. И когда ты туда заходишь, ну вот, вход, ты туда заходишь, тебе кажется, что ты попадаешь в музей. На самом деле это магазин ковров. Есть, я уже сказала, музей современного искусства, несовременного искусства. И я вот сейчас прошла одну дверь, я хочу показать, потому что это вот именно с этого магазина все началось. Это магазин мебели, если я не ошибаюсь. И когда я зашла в него, я обалдела. Ну, заходить я в него не буду, там очень тихо. Там нет никого, я даже сначала подумала, может быть, туда нельзя заходить. В общем, вот так выглядит вход. И я даже сначала подумала, что это просто какая-то картинка. Вот, но если видите, вот здесь вот я. И там какая-то выставка, диваны, умывальники, что-то еще. Я уже не помню. Но там очень красиво и очень атмосферно. В общем, здесь очень прикольно, и я думаю, что, наверное, можно понять по количеству людей, которые забредают на эту улицу, что она какая-то совсем не туристическая, про нее мало кто знает. Просто я тоже сюда забрела случайно, потом я услышала у кого-то в влоге, что есть вот такая вот прекрасная улица, на которой стоит побывать. И я поняла, что это та улица, на которой я была, и которая мне очень понравилась, потому что я не сразу запомнила ее название. Поэтому очень советую, если вы будете в Риме, обязательно сходить на улицу Маргута.
Она находится прям рядом с... Простите, я не знаю русских названий. Вот, например, музей, по-моему, не современного, наоборот, современного искусства. Она находится буквально параллельно очень-очень известной улице, на которой куча людей, на которой не протолкнуться, там много магазинов, а здесь нет никого, и ты как будто бы попадаешь вообще в другой мир, а стоит просто зайти на параллельную улицу. Очень советую. Вот здесь что-то тоже интересное, но уж заходить не буду. На этом мои итальянские каникулы подходят к концу. И даже, я бы сказала, не верится, что прошел целый месяц. Почти. Хотя, с другой стороны, месяц был настолько насыщенным, что кажется, наверное, что прошло намного больше, чем 1 месяц. Эх, так всегда грустно в последний день. И, наверное, как раз из-за того, что я здесь находилась достаточно продолжительное время, у меня нет ощущения, что я турист. Мне кажется, что я здесь живу уже столько времени. Ну и в целом это сказывается на образе отпуска, потому что это, так сказать, отпуск не на широкую ногу. То есть я, например, не ужинала по вечерам в ресторанах, потому что, я же здесь живу. И как будто бы это уже не укладывается в образ жизни местного. Вот. И еще хотела сказать, что когда ты возвращаешься в город, в котором ты уже был, ощущения, конечно, совершенно другие, чем когда ты приезжаешь в новый, все исследуешь, тебе все такое неизвестное. А когда ты возвращаешься, то как будто бы уже не турист. И все улицы уже знакомые. Ну, не все, конечно, я много нового увидела. Но все равно такое вот есть ощущение, что «Ой, я же здесь уже была». И это так здорово. Это единственный город, в который я вернулась. Все остальные города у меня были новыми. Я в прошлом году объездила много городов по всей стране. И в этом году тоже. И вернуться я решила только в Рим. Потому что, во-первых, мне отсюда улетать, а во-вторых, какая поездка в Италию может обойтись без поездки в Рим? А потом, напоследок, я еще раз сходила к Ватикану, послушала, как поют чайки, посмотрела на красивый закат и поехала в аэропорт. И на этом мои итальянские каникулы закончились. Вы вот если раньше могли догадаться все-таки, где я, то куда я лечу, вы никогда не догадаетесь. У кого какие предположения? О своих догадках вы можете писать внизу, и уже через неделю вы обо всем узнаете. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, если да, а мы увидимся в следующем видео. Пока-пока!